Привет всем крутящим! Соскучились? Да знаю, что нет, мы же еще не знакомы. Меня зовут Вика, и мы запускаем на этом канале рубрику, в которой будем рассказывать о редких и уникальных диаболках. Это будут прототипы и некоторые модели, которые трудно бывает достать. Ну, если вы понимаете, о чем я. Сегодня я расскажу об экземплярах, которые откопала в своем шкафу. Вик, ну хороший, это же мой шкаф! Как там Алексис говорил? Макс, завали. Спасибо, бро. Итак, погнали! Сейчас у меня в руках древнекитайская диабола. Ах, если бы. Но на самом деле по форме оно недалеко ушло от своих предков. В Китае у диабола было множество имен, в зависимости от провинции. Но общепринято называть его кунджу, 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 кунджи, кунджу, тунджи, кунджу, кунджу, кужу, кузи, кыжи, кунджу. Вы, наверное, всегда задавались вопросом, почему первые диаболки были из дерева? Сейчас открою вам великий секрет. Потому что раньше не было пластмассы! Дело в том, что первая диабола придумали еще в Древнем Китае. А вот для чего? Для чего придумали диабола? Вариант А. Раздражать соседей. Вариант Б. По фану для императора. Вариант С. Зазывать прохожих и покупателей. Вариант Д. Чтобы тебе не было скучно на карантине. Я думаю, вариант С. И это правильный ответ, вы выиграли! Ладно, ребят, на самом деле я заранее подсмотрела правильный ответ. Действительно, считается, что диаболки появились именно для того, чтобы привлекать внимание людей с помощью шума. Вау! Чувак, а что это? Чай надо! Марыч, это какая-то китайская подделка, походу. Тут дырки. Как раз с помощью этих отверстий и получается тот самый божественный звук. Но не будем сильно углубляться в историю диабола, потому что по этой теме мы готовим целый отдельный фильм, который снимали в Пекине прошедшей зимой. Мы надеемся, он очень-очень скоро выйдет. Если Марат когда-нибудь начнет делать перевод, да, Марат? Да-да, я уже работаю. Все нормально. Все схвачено. Давайте рассмотрим диаболки поближе. Начнем с очевидного. Это диабола с классической осью. Китайцы были еще теми хардкорщиками и жизнь не упрощали никому, в том числе и себе. Ось здесь широкая и сильно отличается от привычных нам современных диаболок. Из-за этого контролировать диаболу становится намного сложнее, оно начинает разворачиваться при вращении. Хотя конкретно эту вращать чуточку легче. Ну, а эту я вообще запустить не смогла. В чем еще отличие от привычных нам диаболок? Эти отверстия. Маленькие отвечают за высокие звуки, ну а большие, соответственно, за низкие. Представьте себе диаболку только с большими отверстиями. Для изготовления таких диаболок используется бамбук и дерево. Все, что у диаболки связано со звуком, делается из бамбука, остальное – древесина. Причем дерево выбирали по принципу, насколько дорогой должна быть диаболка, настолько дорогое и дерево. Как вы понимаете, вот это
И вот эта диаболка стоит по-разному. И вот это в разы дороже. Изготовление такой игрушки занимает большое количество времени. Это полностью ручная работа, ребят, которая включает в себя аж 17 этапов. 17, Карл! К сожалению, прочностью такие диаболки похвастаться, увы, не могут. Но давайте на чистоту. Вы же не будете брать такую красоту на тренировку. Ну, максимум, чтобы похвастаться своим друзьям. Эй, детка, хочешь посмотреть мою диаболку? Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Классические деревянные диаболки бывают двух форм. Это, собственно, диабола и монобола. В Китае и то называется кунджу. Ну а слово монобола появилось уже намного позже. На самом деле у нас было больше катушек, но после поездки в Пекин... Так, эти подарили, эту тоже подарили, эту мы украли. А вот у этой интересная история. Когда у нас оставался последний день в Пекине, мы снова отправились в музей Диабола, чтобы купить подарок нашему другу Алексису. В итоге мы совместили приятное с полезным. Пока Марат покупал диаболку и отвлекал смотрителя, я снимала экспонаты, которые нам не разрешали отснять в предыдущий день. Только я так долго и много снимала, что Марату пришлось купить аж 2 диаболки, чтобы выиграть нам время. Одна из этих диаболок все же добралась до Алексиса. Thank you, my friends. На такой приятной ноте закончим этот обзор. Ну а если вы вдруг подумали, да что с такими диаболками можно сделать, пойду лучше свой Porsche покручу. Вот вам напоследок номер, поставленный мисс Вэнг, которая была одной из тех, кто стоял у истоков зарождения диабола как искусства. Поверьте, такого в сети вы не найдете. Крутите, кидайте, тренируйтесь дальше, подписывайтесь на наши соцсети и увидимся в следующих выпусках.